Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, то есть человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 27 апреля, выпуск промежуточный. Хочу вам напомнить, что вы можете оставить в комментариях к нашему вчерашнему видео свои вопросы, на которые отвечу уже завтра, в пятницу, 28 апреля. Еще раз повторяю, в комментариях к нашему вчерашнему видео вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в пятницу, 28 апреля. Также напоминаю про лайки, которые вы можете ставить, если поддерживаете наш канал. И также напоминаю про комментарии, в том числе и к этому видео. Если вы нас поддерживаете, пишите добрые слова, пишите слова поддержки, минимум 5 слов. В комментариях помогут продвинуть наши материалы в рейтингах. Так, теперь давайте перейдем к событиям сегодняшнего дня. Сегодня человек, похожий на президента России Владимира Путина, принял участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на АЭС Аккую. Честно говоря, немножко не понимаю, на какое слово ставить ударение. Слово явно турецкое, так как АЭС находится в Турции. Но вот человек, похожий на Владимира Путина, решили, что человек, похожий на Владимира Путина, должен принять участие. Сам Путин принимать участие в подобных мероприятиях пока не может, пока воздерживается от участия в таких мероприятиях, потому что чувствует себя довольно скверно. В последнее время довольно часто используют двойника, и это, конечно, у кремлевских элит вызывает все больше и больше опасения, все больше и больше волнения, и я думаю, что очень неуютно чувствуют себя многие кремлевские обитатели, в том числе и, конечно, самые близкие и верные к президенту России друзья. Ну, как говорится, скоро все увидим. Скоро все увидим. Я думаю, что все, что мы будем наблюдать в ближайшее время, будет большим сюрпризом, в том числе и для ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Призываю всех набраться немножко терпения. Я понимаю, что все хотят как можно быстрее перемен, но перемены пройдут по графику, я надеюсь, и закончится тем, что Россия встанет на демократический путь развития. Так, сегодня, извините, что немножко закопался в новостях, выбирал специально новости для вас, немножко в них закопался. Давайте опять-таки вернемся к мобилизации. Повестки стали получать многие, в том числе призывники, в которых указано о санкциях, которые будут введены против этих людей, которые получили повестки, если они не явятся в военкоматы. Довольно серьезно заявление, и надо понимать, что все законы, которые были приняты, все поправки, вернее, которые вынуждают человека явиться в военкомат, они, конечно, будут действовать по большей части эффективно. Но, еще раз говорю, это касается только тех людей, которые обладают каким-то имуществом, от которого хотели бы избавиться в ближайшее время. Ну, потому что запрет на реализацию имущества, если вы ничего не собирались продавать, то он действует на вас довольно слабо. Никто имущество отбирать не собирается. Да, могут возникнуть затруднения с возможностью управлять транспортным средством, как-то автомобилем. С этим действительно могут возникнуть проблемы. Но вот для тех, кто автомобилем не управляет и в сущности независим от собственного транспортного средства, здесь, что называется, все эти поправки до одного места. Ничем особо уконтрить не могут тех людей, которые не захотят пойти служить по мобилизации. Ничем абсолютно. Мы об этом уже с вами говорили, этому мы посвящали довольно много времени, и сейчас, как вы видите,
повестки рассылают довольно активно. Повестки рассылают уже в очень многих регионах. Я имею в виду именно с угрозами применить санкции в отношении тех, кто не является военкоматы. Но посмотрим. Э, Мобилизация по своей сути идет и никогда не прекращалась. Э, После начала контрнаступления, конечно, нет никаких сомнений, понадобятся новые люди, чтобы затыкать образовавшиеся дыры, образовавшиеся провалы на фронте. Конечно, будут проводить мобилизацию хаотических, будут хватать всех, кого попало. В первую очередь тех, кто будет напуган, и тех, кто явится добровольно в военкомат. Бегать за вами, извините, если, конечно, вы человек, которого смогут призвать по мобилизации, бегать за вами и искать, где вы находитесь, и насильно тащить военкоматы, ну, на 99% никто не будет. Возможно, редкие случаи показательные для того, чтобы еще больше напугать население, но так, чтобы это стало повседневным, так, чтобы это было везде и повсеместно, нет, этого, скорее всего, не будет. Так, давайте перейдем к дальнейшим событиям. Беспилотные летательные аппараты все больше и больше появляются в воздушном пространстве внутри России, в глубине страны, и все больше и больше сообщений. Беспилотные летательные аппараты неизвестного происхождения и неизвестно кому принадлежащие бороздят бескрайние просторы России, особенно в район Подмосковья в последнее время зачастили, да и в районе Петербурга появляются довольно часто. В очень многих областях, и это настолько далеко от фронта, что для многих обитателей Кремля, ну я так говорю, обитателей Кремля, я думаю, что вы понимаете, кого я имею в виду. Я имею в виду, конечно, в первую очередь то окружение Владимира Путина, которое сейчас находится в руководстве России. Мы сейчас не имеем в виду там совсем близких друзей, коих там можно пересчитать на пальцах двух рук. Мы имеем в виду именно тех людей, которые составляют то, что мы с вами называем российская власть. Очень неуютно, и если друзья президента могут в любой момент уехать в Арабские Эмираты, могут уехать в другие страны, которые в последнее время не очень благожелательно, но все же принимают их, то люди, которые сейчас находятся в российской власти, для них покинуть страну так резко, прям взять, сесть на самолет и улететь, ну, по большей части не получится. Здесь они находятся в еще более худших условиях, чем те люди, которым ограничивают выезд за границу за неуплату алиментов, за то, что попали под мобилизацию, за то, что попали под призыв и так далее, и так далее. Здесь надо понимать, что эти люди останутся в тонущей лодке практически до самого конца, и только если образуется общий хаос в стране, тогда, наверное, у них появится шанс улизнуть. А так приходится наблюдать беспилотные летательные аппараты, которые пока, еще раз подчеркиваю, пока особо ничем не вредят. Ну вот бывает с каждым днем практически какой-то в разы увеличивается количество сообщений о беспилотных летательных аппаратах, которые бороздят небо. Так, дальше по новостям у нас, извините. Да, давайте немножко поговорим про оппозицию, которая сейчас находится, про представителей оппозиции, которые находятся в тюрьмах. Скоро суд состоится над Евгением Ройзманом, и скоро ему, как я понимаю, где-то в районе середины мая, скорее всего, его объявят приговор. Мы хотим выразить свою поддержку Евгению Ройзману, хотим выразить свою поддержку всем оппозиционерам, которые сейчас находятся в тюрьмах, которые находятся под катком репрессий. Я хочу, чтобы наши уважаемые зрители и слушатели знали и понимали. Только глобальные перемены,
Только наше с вами участие в глобальных переменах принесет свободу и вам, уважаемые зрители и слушатели, и тем людям, которые сейчас абсолютно незаконно, незаслуженно находятся в тюрьмах. Я имею в виду политических заключенных. Поэтому призываю вас, как только вы услышите призыв к действию. Он будет, конечно, возможно, не настолько, ну, скажем так, далеко не факт, что вы поймете, что момент подходящий. Моя к вам огромная просьба довериться тем людям, которые вас призывают участвовать. И я понимаю, что страх сковал очень многих в России. Страх сковал гражданское общество, которое находится сейчас в летаргическом сне. Но как только вы услышите призыв, огромная к вам просьба все-таки откликнуться на него и помочь началу перемен. Что делать, как делать, вам будут рассказаны подробные инструкции. Если вы захотите, если вы посчитаете себя в силах помочь начинающимся переменам, ну, милости просим. Я уверен, что этот опыт, который будет возможен, который откроется в скором времени, он даст не только шанс возродиться России, встать на демократический путь развития, даст шанс вам, вашим детям, вашим внукам жить в свободной стране, жить в обеспеченной стране, чувствовать себя свободным человеком. А самое главное, вернуть достоинство россиянам, вернуть возможность жить и делать то, что не противоречит, конечно, закону. Мы сейчас имеем в виду, конечно, те законы, которые были до изнасилования Конституции, до всех извращений, которые внес закон президент России Владимир Путин и его приспешники. Жить по закону и чувствовать себя свободным человеком. Это возможно. Это будет уже в ближайшее время. Поэтому, если прислушаетесь к нашему призыву, будем вам безмерно благодарны. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Перемены начнутся довольно скоро. Еще раз прошу не торопить события, дождаться. Все будет. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.